Уважаемые виртуальные гости Пушкинского музея, я рад вас приветствовать в рамках проекта «100 способов прожить минуту», который уже получил известность. И я благодарю музей за возможность в нем выступить. И сегодня мы поговорим о мастере, для которого время, его относительность, его течение, те минуты, часы, дни, которые он проживал вместе со своим искусством, были невероятно значимы. Можно сказать, что Матисс создал свою вселенную времени, которая имела свои собственные законы. Еще с первых лет 20-го столетия Матисс, которому было в те годы уже чуть больше 30 лет, он был уже сложившимся человеком, осознал собственный, не похожий на взгляд других художников, взгляд на время. На его картинах середины 900-х годов, как вот эта радость жизни, поток времени течет параллельно в нескольких измерениях. Мы словно смотрим на него с разных позиций, и эти разные взгляды только на полотне сливаются воедино. Почему так происходит? Дело в том, что для Анри Матисса весьма значимым, весьма важным, авторитетным героем был французский философ и его тезка Анри Бергсон. Бергсон представитель философии интуитивного познания. Вот это роль интуиции, благодаря которой мы проникаем в сущность вещей, познаем их, понимаем их характер. Для этого философа была основным понятием. В этом Бергсон очень сильно отличался от своих предшественников 19 столетия, которые говорили, что познавать нужно с помощью науки, с помощью рациональных средств, которыми обладает человек. Для Бергсона это было почти мистическим процессом. И особенно значимой для него была категория времени. Времени, которое сочетается с интуицией и которое изменяется в динамике своего течения. Интуиция длится, ей нельзя управлять, она течет по своим собственным законам и занимает то время, которое нужно на проживание того или иного чувства. В том числе и эти идеи Бергсон тогда обдумывал, оглашал их на лекциях, на которые ходил тогда в Collège de France весь Париж, и, наконец, свел их воедино в 1907 году вот в этой самой книге «Творческая эволюция». Кстати, в это же время Матисс оставил и собственное интервью, которое известно под названием «Записки живописца», «Записки художника». Но вернемся к Матиссу. Действительно, если посмотреть на его произведение с точки зрения вот этого изменяющегося, длящегося времени, Бергсон пользовался для этого понятием «durée», длительность, то мы поймем, что здесь действительно властвуют абсолютно свои законы. Матисс создает собственную вселенную. В танце и музыке это некая собственная планета с изолированным ландшафтом, где наша мысль, наши переживания концентрируются только на вот этих обобщающих тему танца или тему звучания, звука, музыки, фигурах. Как ни смеялись над этими вещами непонятливые зрители рубежа 900-10-х годов, Матисс создавал искусство, которому верили. Искусство интуиции, искусство переживания. Искусство, в которое можно было погрузиться и проживать его. Вот действительно как способ прожить не только минуту, но и довольно значительное время. Матисс создавал для своих произведений среду, которая помогала человеку включиться в это переживание, в это длящееся время не только статично, но и в динамике. Свое панно «Танец», которое он написал для лестницы в особняке Сергея Ивановича Щукина в Москве, совсем недалеко от Пушкинского музея это здание находится, он задумал расположить на промежуточной площадке между лестничными маршами так,
что зритель обходил его, вначале поднимаясь вверх по лестнице, а затем, проходя мимо панно, подхваченный фигурами в танце, устремлялся дальше, бросая на него взгляд уже сзади. Такой эффект воссоздали наши коллеги из Нью-Йоркского музея современного искусства, МоМА, где хранится предварительный вариант этого панно, созданный перед основным вариантом, который сейчас, как вы знаете, хранится в Государственном Эрмитаже. Вот эта лестница и это движение, которое переживают вместе с Матиссом и его временем посетители Нью-Йоркского музея. Кстати, сейчас, увы, он тоже закрыт, но коллеги ждут открытия уже с недели на неделю, как, конечно же, и мы. Искусство Матисса, благодаря вот этой удивительной машине длящегося времени, становится чем-то вроде кинематографического запечатления моментов прожитого, моментов переживания. Матисс создает полюбившиеся ему композиции в разных вариантах. Они включают человека в свою среду. Матисс писал об искусстве как о чем-то вроде удобного кресла и действительно не лукавит. Он ставит для зрителя вот такую удобную мебель для сидения, на которую можно примоститься и тем самым войти в картину. Недаром картины Матисса очень часто изображают интерьер. Мы сейчас все оказались в интерьере, в изолированном пространстве, но Матисс показывает нам, что это ощущение относительно, что мы можем в то же время, в том же месте оказаться вдруг и внутри произведения искусства. На этих двух панно композиция Матисса, всемирно известный танец, показан в интерьере его мастерской на фоне такой подставки с цветущими в ней настурциями. Поставленная около картины, она создает впечатление того, что фигуры танцуют уже вокруг этого предмета, что фигуры создают некий танец цветов. Ну а мы незаметно, усаженные Матиссом на этот небольшой диванчик, уже созерцаем это не снаружи, а внутри картины. Знаете, мне это немного напоминает вот эту изоляцию, которая как раз сейчас тоже создает картины внутри, казалось бы, бытовых, повседневных пространств. У Матисса было свое пространство для создания такого художественного мира, мира его собственного времени. Этим пространством стала его мастерская, которую он построил в 1910 году, заказал конечно, средства, полученные от нашего земляка, московского мецената Сергея Ивановича Щукина. Мастерская Матисса была быстро возводимым строением с большой стеклянной крышей, с окнами, открытыми на север. Внутри квадратное в плане, да, это пространство было внутри окрашено чистым светлым тоном. Но нет картины, где у Матисса этот интерьер был бы показан белым. Напротив, он окрашивает его смело в те цвета, которые приносил свет и световоздушная среда внутрь этого интерьера. И в нем настоящая вот эта мистика времени разворачивалась в полную силу. Здесь уже не действовали законы тяготения, здесь уже не действовали часы и минуты отмеренного такого астрономического времени. Напротив, здесь художник полностью и сам погружался, и своих зрителей, созданными в этом интерьере панно, погружал в созданную им самим атмосферу. Если здесь оказывались часы, то на них пропадали стрелки. Они как будто бы зависали в пространстве. Сами предметы превращались в контуры, начинали как будто бы подлетать, отделяться от стен, пола, и в этом пространстве отправляться в некое свободное плавание. В конце концов, все повседневные, довольно грузные, довольно объемные предметы, столы, стулья, комод, те же часы, развеществлялись как будто бы.
а реальными оставались только произведения искусства. Ну, чем не метафора того, чего и мы сейчас ждем, встречи с подлинным искусством и, наконец, до вот этого отрыва от повседневности, несколько нам, конечно, уже наскучившей. Для искусства Матисса мог подойти, в общем, любой интерьер, но лучшим из них стал интерьер, созданный самим художником вместе с московским меценатом Сергеем Ивановичем Щукиным в доме последнего в Москве, в Большом Знаменском переулке. Здесь вот это пространство относительного, длящегося времени переживания Матисса воцарилось в полной мере. Властвовали здесь картины, которые как на вот этих вот панно, словно отделялись от стен и создавали собственный слой, свое пространство в этом интерьере. Сам Матисс проектировал этот интерьер как будто бы в развитии. Посмотрите, он сам доводит контуры картин чернилами поверх существующей фотографии, как будто бы прогнозирует то, как формы и замысел этого пространства будут трансформироваться во времени. Он сам творит время. Когда внимание Матисса привлекает Северная Африка в начале десятых годов 20-го столетия, вот эта тема времени раскрывается им с новой силой и на новом уровне. Вот этот марокканский триптих из собрания нашего музея художник компонует из созданных им в Танжере, в Марокко, картин. Здесь, ну да, действительно, и пространство, и время становятся абсолютно относительными. Здесь марокканка Зора в пестром халате как будто бы парит на ковре-самолете. Над ней тонкая узкая полоска неба. Зора находится в замкнутом, на самом деле, пространстве в 4 стенах, из которого вырваться действительно можно как будто бы только наверх. И ее в это пространство наверху может вознести вот этот ковер-самолет. Она, конечно, тяжелее своей традиционной обуви, которая уже воспарила, даже чуть более успешно, чем она сама, но так или иначе, посмотрите, да, какое ощущение в интерьере, в замкнутом пространстве создает художник. Есть здесь два прорыва в ослепительно-голубое небо Марокко, которые создает здесь художник. Два боковых панно. Одно из них любимая тема окна, а другое узкие ворота характерного арабского облика, которые собственно, тоже переход в некое другое пространство. Вот этот момент переживания, преодоления преграды, относительности границы и, тем не менее, присутствие в каком-то внутреннем, защищенном пространстве, бесконечного созерцания этого перехода. Наверное, это состояние сейчас стало, пусть даже исподволь, знакомо многим из нас в этой самоизоляции. Из чего же Матисс создал эти впечатления? В общем-то, из бытовых наблюдений. Пыльные дорожки, рассыпающаяся традиционная архитектура, которая слилась с природой, наряды местных жителей, которые не одевались в них специально для Матисса, а действительно в реальности ходили одетыми именно так. Матисс в своем длящемся времени меняет местами все эти координаты. Архитектура у него становится эфемерной, жители как будто бы тенями, а вот это пространство, время и вечное голубое небо, напротив, становятся намного более реальными, чем вот эти бытовые повседневные моменты. А настоящая метафора застывшего и длящегося одновременно бесконечно переживаемого времени, это, конечно, сосуд с красными рыбами.
впечатление от этого мотива особенно поразило Матисса как раз тоже во время его поездки в Марокко на север Африки. Он увидел, как в арабских кафе бесконечно смотрят, созерцают этих рыб в аквариумах, в сосудах посетители этих заведений. Матисс, приехав из Северной Африки, немедленно обзавелся таким же сосудом. Но, как настоящий француз, представитель страны, где разум, рацио весьма серьезную роль играют, он выбрал из доступных ему сосудов сосуд строгой цилиндрической формы. И здесь с новой силой раскрылись его мысли об относительности длящегося времени. Этот сосуд правильной геометрической формы он превратил в линзу, в которой наш взгляд бесконечно вращается вместе с этими рыбами и застывает в их созерцании. Мы действительно концентрируемся на этом сосуде, который не только благодаря оптическим эффектам, но и благодаря особому сконструированному художником пространству картины ближе к нам и реальнее всего, что его окружает. Хотя на картине из нашего музея, всем известной, тоже присутствует вот эта часть спинки и подлокотник некоего предмета мебели, на который можно присесть и погрузиться в это созерцание еще более плотно, еще более близко. На самом деле, это созерцание отнюдь не такой замкнутый индивидуальный процесс. Мы сейчас часто сетуем на то, что, скажем, наш домашний круг, наши близкие постоянно находятся рядом. Мы просто вынуждены быть все время вместе. Для кого-то это замечательная, желанная возможность, для кого-то испытание. Ну, нужно сказать, что Матисс был одновременно в двух таких пространствах. И его урок для нас удивителен. Смотрите, для своего московского заказчика и друга Сергея Ивановича Щукина Матисс создает в 1911 году вот это крупное серьезное панно, семейный портрет. И действительно здесь вот в это пространство длящегося времени тоже, да, вот эти как будто бы отделяющиеся от фона фигуры, это семья художника. Щукин попросил его изобразить своих домашних. И что же? Никакого препятствия к тому, чтобы погрузиться в это созерцание, даже будучи окруженным своей многочисленной семьей, супруга на диване, старшая дочь с желтой книгой смотрит как будто бы, да, вскользь на нас, а два сына, Пьер и Жан, погружены в шахматную игру. В созерцание превращается даже повседневный семейный момент. Надо сказать, что дети художника имели одну серьезную обязанность. Именно они доводили до зеркального блеска те самые сосуды с красными рыбами, которые так любил художник. Так что быт и вот это вечное длящееся время для Матисса отнюдь не противоречат друг другу. Художник продолжал задумываться над этим бесконечно магнетически привлекающим его мотивом рыб в воде. Здесь он воссоздал ту ситуацию, к которой бесконечно возвращался в своих воспоминаниях, в своих впечатлениях. Вот это арабское кафе с темой созерцания. Что здесь реально? Люди или сосуд с рыбами? А может быть, характерная арабская колоннада, которую он тоже увидел в Танжере? Ответы на эти вопросы не столь очевидны. Фигуры и фон почти сливаются друг с другом, и снова это линза аквариума, линза сосуда с водой и рыбами притягивает нас к себе. Повседневность или длящееся время. Когда настала Первая мировая война и
связи Щукина и Матисса были разорваны, художник продолжал задумываться над этой концентрацией. Но посмотрите, насколько жесткие и насколько как будто бы стерты, процарапаны эти полотна, как будто бы прорезаны светом прожекторов или пулями. Рыбы и созерцание как будто бы оттолкнуты к краю полотна и помещены на драматичном черном фоне. Теперь в окно за декоративной решеткой видятся тревожные ночи. Но война постепенно близится к концу. И Матисс переживает это драматическое чувство и возвращается в защищенный мир своего времени, своего индивидуального, длящегося времени. В его картинах больше, чем раньше, начинает звучать музыка. И возникает удивительный эффект. Матисс словно возвращается в интерьер, в дом. Он подчеркивает, что действие происходит внутри апартаментов, будь то гостиница, вилла, его собственный частный дом. Снаружи великолепный свет, снаружи потрясающее море, снаружи через раскрытую раму окна видимая свобода, в которую можно проникнуть. Но эта возможность не раскрывается художником. Это ожидание свободы, которая желанна, в целом доступна, но которую можно и созерцать. В принципе, мы можем себе представить, что эта свобода за окном нам на самом деле доступна. Мы просто ждем, мы созерцаем, мы наслаждаемся тем состоянием, которое дарит нам защищенный интерьер. Так и свобода, в конце концов, станет для нас доступнее. Мы непременно преодолеем эту границу между интерьером и окружающим миром. А Матисс не спешил ее преодолевать. В 20-е годы он словно обращается не в окно, а внутрь интерьера. А здесь роскошные декоративные выгородки, здесь нега его моделей одолисок, которых он на восточный манер располагает полуобнаженными в этих декоративных композициях. И здесь мы можем снова вернуться к Анри Бергсону, который сейчас, в 20-е годы, размышляет параллельно Матиссу. В 20-е годы все говорили о теории относительности, которая заново прочла, увидела категории, в том числе и времени. И вот эти размышления о длительности, одновременности, о переживании, об интуитивном понимании времени выходят сейчас на новый уровень и у Бергсона, и у Матисса, и у нас. Мы сейчас получили на самом деле уникальный опыт. Такого никогда не было раньше, и, надеюсь, больше уже тоже никогда не будет, потому что такой опыт лучше все-таки пережить один раз. Мы поняли время, увидели пространство другими глазами. Нас словно погрузили в какой-то режим «замри», вдруг хлопнув в ладоши. Но будет и момент, когда снова хлопнут в ладоши, и мы сами себе скажем «отомри». И из вот этого переживания, из длящегося и приобретшего совершенно другой ритм, темп времени, вернемся в наше привычное время. Пусть этот опыт будет для нас обогащающим, таким же, каким он стал для Анри Матисса. Спасибо вам большое за внимание, и смотрите выпуски прекрасного проекта Пушкинского музея «100 способов прожить минуту».